А вы уже пробовали этот сказочный торт без выпечки? Если нет, то обязательно попробуйте. Приготовьте этот красивый и безумно вкусный творожный торт с ягодами, и вы будете готовить его все лето. Вкуснее, чем в магазине и в ресторане. Все продукты простые, а вкус невероятный. Всем привет! С вами Олеся на канале Готовим дома. Сохраняйте рецепт и делитесь с друзьями. – 200 грамм песочного печенья измельчаю в блендере. Песочную крошку перекладываю в миску. Добавляю 100 грамм растопленного сливочного масла и хорошо перемешиваю. Разъемную форму ставлю на блюдо. И для того, чтобы торт потом быстро и просто можно было достать из формы, я застилаю форму ацетатной пленкой. Пленку можете заменить обычным чистым канцелярским файлом. Просто отрежьте полоску файла по размеру формы. Высыпаю крошку печенья и хорошо утрамбовываю. Можно утрамбовать тем, что найдется у вас под рукой, картофелемялкой или дном стакана. Готово. Убираю форму с песочной основой в холодильник. Пусть она там постоит, пока я буду готовить творожный крем для нашего чизкейка без выпечки. В миску кладу 15 грамм желатина. Наливаю 90 мл холодной воды, перемешиваю и оставляю на 20-30 минут, за это время желатин хорошо набухнет. В кастрюльку кладу 250 грамм клубники, всыпаю 60 грамм сахара. Перемешиваю клубнику с сахаром и довожу до кипения. Приготовь, поделись, подпишись. Измельчаю клубнику блендером, должно получиться вот такое клубничное пюре. Даю клубничному пюре закипеть и снимаю с огня. Добавляю набухший желатин в горячее пюре. Хорошо перемешиваю, чтобы желатин полностью растворился. Клубничное пюре можно протереть через сито, чтобы убрать мелкие косточки, но делать это не обязательно. В миску кладу 500 грамм творога. Чем жирнее творог, тем вкуснее получится торт. И вместо творога вы можете взять такое же количество творожного или сливочного сыра. Добавляю 200 грамм сгущенного молока и 100 грамм жирных сливок. Сливки можно заменить сметаной. И, конечно, чайную ложечку ванильного экстракта для аромата. Хорошо пробиваю творожную массу блендером. Недавно одна из моих любимых давних подписчиц поделилась забавной историей из мира домашних животных. Как-то раз домашний кот обнаружил на столе открытую банку сгущенки. Быстро и смело забрался на стол и ополовинил банку. Как же ему потом плохо было! Но сгущенку после этого случая так и не разлюбил, хотя больше такого счастья с ним не случалось. Что только не происходит на нашей кухне. А тем временем творог я блендировала, или как это правильно сказать. И вот таким гладким и однородным становится творог после блендера. На творог он уже совсем не похож, а больше напоминает нежный и очень вкусный крем. И можно еще для дополнительного вкуса снять цедру с одного лимона и добавить в творожный крем. Сочетание лимона с клубникой просто нереальное. Соединяю творожный крем с клубничным пюре. И хорошо перемешиваю. Крем такой вкусный! Надеюсь, он доживет до торта. Главное, не съесть его в процессе. Песочную основу достаю из холодильника. И выливаю на нее творожно-клубничный крем. Убираю форму на несколько часов в холодильник, чтобы суфле схватилось и стало упругим. А если вы нетерпеливы, как и я, то можете подавать торт, как только схватится суфле. Просто украсьте его сверху ягодками клубнички. Ну а я просто обожаю возиться на кухне, поэтому хочу залить готовый тортик клубничным желе. 10 грамм желатина насыпаю в миску. Заливаю 300 мл клубничного сока или компота. Можно взять готовый сок или просто развести воду с вареньем. Оставляю желатин набухать минут на 20. И когда желатин набухнет, нагреваю сок с желатином на медленном огне, постоянно помешивая до полного растворения желатина. До кипения смесь не доводите, чтобы желатин не потерял свои желирующие свойства. Снимаю с огня и даю остыть до едва теплого состояния.
Клубничку нарезаю хоть ломтиками, хоть кружочками, как вам подскажет ваша фантазия. Выкладываю клубнику на тортик. Аккуратно заливаю еле-еле теплым желе и убираю в холодильник, чтобы желе полностью застыло, хотя бы на часик, а лучше на 2. Невероятно красиво получается, правда, друзья? Я просто обожаю такие простые, вкусные и красивые рецепты. Я надеюсь, мои вкусы совпадают с вашими, и если да, то напишите об этом в комментариях. Я очень долго любовалась этой красотой, но мне уже просто не терпится попробовать этот лакомый кусочек. Это просто фантастика. Вот как жаль, друзья, что вкус нельзя передать через экран, но это так вкусно, невероятно. В магазине такой точно не купишь, там все равно на чем-нибудь сэкономят или какой-нибудь химии добавят, чтобы хранился 5 лет. А в домашний тортик мы с вами положили только лучшие продукты, и его вкус вас точно не разочарует. Вы только представьте, отламываете кусочек, кладете себе в рот и на языке первым делом ощущаете рассыпчатую текстуру песочного слоя. Его дополняет нежнейший творожный крем, где творог на творог по вкусу и консистенции совсем не похож, крем тает во рту, как нежное облачко. И все это великолепие завершает просто невероятно яркий клубничный вкус с легкими нотками лимона. Друзья, это просто шедевр. Я вас прошу, приготовьте и попробуйте это чудо. А рецептом обязательно поделитесь с друзьями, пусть и они попробуют эту вкуснятину. Ну что ж, пришло время прощаться. Спасибо вам за внимание, за ваши лайки, комментарии и теплые слова. Я рада видеть каждого из вас. С вами была Олеся на канале Готовим дома. Не пропустите мои новые вкусные видео. Подписывайтесь на канал и скоро увидимся!